Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, на которой мы с вами готовим вкусно, красиво, недорого, а самое главное полезно. Дорогие мои друзья, вы знаете, что я проживаю в Дании, в королевстве датском, так сказать, и у нас страна бутербродов. И поэтому очень и очень важно иметь к нашим бутербродам вкусный, качественный, хороший хлеб. Хороший хлеб стоит в Дании очень и очень даже дорого. Но все равно вы не можете заглянуть в этот самый продукт. Какая там закваска или есть дрожжи, которые очень и очень плохо влияют на нашу микрофлору, заметьте. И поэтому я с удовольствием делюсь с вами своими рецептами, которые очень и очень вкусные, простые и полезные. Мы уже с вами делали овсяный хлеб, творожный хлеб, хлеб из цельнозерновой муки и ржаной хлеб. Что мы только уже с вами, гречневый у нас тоже был хлеб. А сегодня я с вами поделюсь очень и очень вкусным, простым рецептом, хлебом, который я назвала деревенский. Деревенским, ну так мне захотелось, потому что он делается очень-очень просто и быстро. То есть вы можете все замесить за 5 минут, поставить в духовку на 35 минут и побежать собирать урожай. Короче говоря, начинаем делать наш деревенский хлеб. Для приготовления нашего хлеба нам с вами сегодня понадобится кухонный комбайн. Если у вас такого нет, просто возьмите миксер. Небольшой противень, пергаментная бумага, 1 листик, силиконовая лопатка, маленькое полотенце и из продуктов питания. Растительное масло, которым мы вспрыснем с вами нашу пергаментную бумагу. 500 грамм цельнозерновой овсянки, которую я измельчила в кофемолке, и получилась у нас такая вот мука. 400 грамм кефира или натурального жидкого йогурта. 250 грамм зернистого творога. 1 яйцо. Буквально 1 столовая ложка разных семечек, которые вы любите. У меня сегодня вот такие вот кунжутное семя и тыквенные семечки. 1 чайная ложка соды и 1 чайная ложка, немножечко поменьше, соли. Обязательно попробуйте на соль, когда будет тесто готово, чтобы оно не было пересоленным. А теперь начинаем делать наше тесто. Ну что, начинаем делать наше тесто. Выливаем в чашу блендера наш йогурт. И сразу же к нему мы должны отправить соду и соль, чтобы эти компоненты вошли во взаимодействие. Да? И я сейчас предлагаю вам немножечко лопаточкой вот так перемешать. Буквально сделать пару движений. Вот, уже видите, уже начался такой процесс брожения. И это как раз то, что нам нужно для нашего хлебушка. Теперь мы сюда добавляем зернистый творог, тоже кисломолочный продукт. И он тоже даст такой эффект брожения. Я еще раз немножечко перемешаю. Этого делать не обязательно, но это я уж так, знаете, привыкла. Вот. Теперь мы откладываем нашу лопатку, и все у нас будет происходить автоматически. Яйцо вводим в наше будущее тесто. И как завершающий компонент, естественно, овсяная мука. Вот и все. Теперь мы закроем с вами комбайн и все это хорошенечко вымешаем. Тесто наше уже готово. Смотрите, оно относительно такое густое. И такой консистенции нам оно и будет нужно для нашего хлебушка. Видите, оно вот такое вот у нас получилось. Теперь я снимаю чашу. Отставим мы с вами наш фуд-процессор. Возьмем противень с пергаментной бумагой и будем делать наш хлебушек дальше. Еще раз хочу вам показать наше тесто, какое оно, видите, густое или крутое.
называйте как хотите. Вот такое вот оно должно быть. Теперь мы спрыскиваем нашу пергаментную бумагу. Включаем духовку на 180 градусов и аккуратненько выкладываем тесто на противень. Оно не должно растекаться у вас. Мы будем сейчас с вами формировать наш хлебушек. Видите, как хорошо получается у нас все. Вот что у нас на данном этапе с вами получилось. Теперь берем, немножечко увлажняем наши руки и придаем форму нашему будущему хлебушку. Буквально чуть-чуть, он уже красавец у нас получился, видите? Но мы его как бы немножко округлим, чтобы у нас этот хлебушек был еще больше похож на такой деревенский или крестьянский хлеб. Теперь я немножечко вспрысну маслом наш хлебушек. И в завершении мы просто-напросто присыпем наш хлеб семечками. Семечки, повторюсь, могут быть абсолютно любые, какие вы любите. Кунжутные, тыквенные, семечки подсолнуха. Все, что вы любите, делаем. Видите, мы посыпаем. Ну вот такая красота у нас с вами получилась. Теперь наш хлеб отправляется в духовку, которую, как я уже сказала, мы разогрели до 180 градусов. И он будет там выпекаться где-то 30-35 минут. Все зависит, опять же, от вашей духовки. Вот такая у нас красота. До встречи через 35 минут. Прошло 35 минут, и смотрите, какое чудо у нас с вами получилось. А как наш хлебушек пахнет! Это просто не передать словами. К сожалению, через камеру это невозможно. Я кусочек отрезала, и я вам тоже уже показала. Вот горбушечка у нас такая получилась. Видите, какая она мягкая, консистенция изумительная этого хлеба. И пахнет он чудесно. Вот честное слово, лучше любой булочной. Если это вы будете делать со мной по этим рецептам, это так все красиво и вкусно, мне кажется, получается и полезно. Так что обязательно попробуйте этот рецепт. Чем он хорош, как я уже перечисляла ранее, он сделан у нас из цельнозерновой овсянки, которую я перемолола в кофемолке, и у нас получилась с вами такая мука овсяная. Но опять же, она очень полезная. Вы можете перемалывать ее не до такой как бы пудры консистенции, а ничего страшного, если там какие-то останутся и овсяные зернышки, хлопья. То есть это все будет хорошо, это будет полезно. Хлебушек, если вы хотите сделать его более высоким, потому что я его уже делала не первый раз, вы можете его либо вылить в форму в круглую, и он у вас получится гораздо более высокий. Вот. Но мне вот такой вот высоты сегодня и нужен, потому что мы будем его кушать с хумусом, знаете, так, то есть будем ломтик отламывать и как бы макать в разные вкусняшки. Вот, можно его также и в квадратную форму вылить, будет он у вас кирпичиком, можно его использовать как для бутербродов, например, или как вместо тоста. Все вкусно, быстро, и самое интересное, что настолько полезное. Вы никогда не купите такой хлеб, который вы не можете заглянуть в их рецепт, всяких даже дорогущих булочных. У нас, чтобы вы понимали, в булочной хлеб такой стоит 60 крон. Это где-то приблизительно $10, понимаете, да, разницу. Хороший, дорогой хлебушек. Здесь у нас получился он за копейки и, самое главное, полезный. Так что не ленитесь, мои дорогие, делайте, готовьте, пеките хлеба вместе со мной. И будьте все здоровы и счастливы. Я вас всех люблю, обнимаю и до новых встреч. С вами была ваша Виктория. Пока!